Ни один город не производит такого впечатления, как этот евангельский город с названием Капернаум. Собственно, все впечатление от города состоит в том, что его попросту нет. Капернаум, на иврите Кфар-Нахум, древний город, располагавшийся на северо-западном побережье Тивериадского моря. Сейчас это озеро Кенерет, в Галилее, в Израиле. Город упоминается в Новом Завете. Иисус Христос проповедовал в синагоге Капернаума и совершил в этом городе много чудес. Оригинальное название поселения Кфар-Нахум означает «деревня Наума». Евангелие переводит название как «дом утешения». Нахум в иврите означает «утешенный». Город был основан около 2500 лет назад. К первому веку нашей эры он процветал благодаря своему местоположению на границе государства Ирода Антипы. Через Капернаум пролегали торговые пути с побережья Средиземного моря до Сирии и Малой Азии. К V веку в городе проживало около 1500 человек, но в VII веке, после нашествия персов и арабов, город покинули христиане и евреи. Именно сюда, из Назарета, переселился Христос. И, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Евангелие от Матфея 4:13. Затем здесь прошли 3 года земной жизни Иисуса, причем самых важных. Здесь Иисус призвал своих апостолов – Петра, Андрея, братьев Завидеевых, Иоанна Богослова Иакова и Левия Матфея. Это единственный город в Святой Земле, который в Евангелии назван Его городом. Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. Евангелие от Матфея 9:1. Однако город остался глух к словам Спасителя. И Капернаум не уверовал и не принял Христа, на что он произнес над ним проклятие. «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада не низвергнешься». Евангелие от Матфея 11:23. Слово Христа исполнилось в точности. Ад, на иврите Шеол, — это небытие. Город пребывает именно в этом состоянии. Самое интересное, что здесь, после его разрушения персами, почему-то ни за что не селились ни мусульмане, ни иудеи. Поэтому достаточно увидеть нынешний Капернаум, чтобы поверить в истину слов Спасителя. И если слова его так точно исполнились, то стоит вдуматься и в другие. Больше видео на galil.tv. Поддержать наш проект вы всегда можете по ссылке в описании этого видео.